Если у вас есть 2 яблока и 5 минут времени, предлагаю приготовить вкуснейшую шарлотку. Разбиваю в миску 3 куриных яичка. Мы сегодня с вами готовим вкуснейший яблочный пирог, тот самый рецепт, который можно готовить круглый год. Ну а в августе, когда созревает свежий урожай яблок, рецепт яблочного пирога особенно популярен и особенно вкусен. К яйцам добавляю маленькую щепотку соли для усиления вкуса, а также всыпаю 150 грамм сахара, это примерно 6 столовых ложек с горкой, если вы не пользуетесь весами. Теперь беру миксер и взбиваю яйца с сахаром буквально 3-5 минут. Главное, чтобы масса стала пышной, белой и увеличилась в объеме. Это значит, что яйца хорошо взобьются и сахар растворится. Пирог получится очень-очень пышным и нежным. Посмотрите, вот так побелела яичная масса. Вот такая она должна у нас получиться. Все готово. Теперь я беру сливочное масло. Оно должно быть мягким, комнатной температуры, поэтому лучше заранее достаньте масло из холодильника. Мне понадобится 120 грамм сливочного масла. Добавляю масло к взбитым яйцам с сахаром. А также я хочу добавить в пирог еще один очень интересный и необычный ингредиент. Здесь у меня 250 грамм обычного творога. Творог можете брать любой жирности, у меня 5%, полужирный. Хорошо перемешиваю. За счет творога пирог получится просто волшебный. Он придаст такую интересную текстуру, и шарлотка будет по вкусу напоминать манник. И теперь все хорошо перемешиваю при помощи миксера на низкой скорости, не делайте большую скорость, буквально 1-2 минутки. Когда ингредиенты объединятся, это то, что нам нужно, взбивать ничего не нужно. Друзья, а какая у вас сейчас стоит на улице погода? Жара или идут дожди? Напишите в комментариях, мне будет очень интересно. Также можете написать, из какой страны вы меня смотрите. Здесь в миске у меня 240 грамм муки, это 8 столовых ложек с большой горкой. Добавляю к муке 2 чайных ложки разрыхлителя, перемешиваю и просеиваю муку с разрыхлителем в тесто. Все практически готово, миксер мы больше использовать не будем, просто перемешиваем тесто ложкой или лопаточкой. Также можете добавить в тесто немного ванильного сахара для приятного ванильного аромата готового пирога. Пирог будет пахнуть просто восхитительно. А если вы любите корицу, добавьте немного корицы. Я знаю, что корицу любят далеко не все, поэтому предлагаю делать все на ваше усмотрение и по вашему вкусу. Посмотрите, пожалуйста, вот такой густоты у нас получилось тесто. Оно получается довольно густым. Все так и должно быть, потому что оно должно выдержать яблоки, которые мы сейчас с вами положим в качестве украшения. Если тесто будет недостаточно густым, яблочки просто уйдут на дно и не получится такого красивого рисунка. Поэтому обратите внимание на густоту теста. А сейчас наступает мой любимый момент приготовления этого пирога. Мы с вами приготовим очень простое, очень интересное и красивое украшение, и для этого нам понадобится всего 2 яблока. Разрезаю яблоки пополам и еще раз пополам, то есть режем яблоко на 4 части. Друзья, если вы любите яблочные пироги и вообще выпечку с яблоками, напишите, пожалуйста, в комментариях «хочу пирог» или «хочу яблоки», и я буду чаще вас радовать новыми вкусными рецептами с яблоками. Теперь берем маленький ножичек и вырезаем семена у каждой четвертинки яблока. Все, посмотрите, яблоки подготовили. Теперь я беру четвертинку яблока и вот таким вот образом нарезаю яблоко, не прорезая его насквозь. Делаю несколько надрезов, чтобы получился вот такой вот веер, и тогда яблочко раскроется как веер. Особенно хорошо будут видны все слои в процессе выпечки, когда пирог полностью уже приготовится. Давайте сделаем еще одно яблочко. Делаем вот такие аккуратные надрезы при помощи ножа. Яблочки для декора, для украшения пирога вы можете брать любого размера, подойдут и маленькие, и большие. Чем меньше яблоки, тем больше вы поместите их в форму.
Все, мои любимые, яблоки мы с вами подготовили. Также для пирога нам понадобится форма. Моя форма диаметром 20 сантиметров. Вы можете взять побольше и приготовить больше теста. Ку-ку, привет! Как ваши дела? Напишите мне любой комментарий, мне будет очень приятно. Дно и стенки формы смазываю кусочком сливочного масла. Вы можете обсыпать стенки мукой и стряхнуть излишки муки, чтобы пирог не подгорал. А можно застелить форму полоской пергамента. Это также удобно, потому что пирог в таком случае будет очень удобно извлечь из формы. Все, форму мы хорошо подготовили. Теперь перекладываем тесто в форму. Так как у нас с вами не простая шарлотка, а яблочный пирог с творогом, здесь в тесте могут встречаться крупинки творога. На самом деле они придают сочность и влажность пирогу, он получится очень-очень мягким, нежным, будет просто таять во рту. Но если захотите, вы можете протереть творог через сито, тогда он будет однородным, и в тесте не будет никаких крупинок. Если творог не протертый, то в тесте будут встречаться крупинки творога. На самом деле это очень мило и очень по-домашнему. Такой вкусный домашний яблочный пирог шарлотка с творогом. И теперь выкладываем на тесто наши подготовленные яблоки, которые мы с вами надрезали в виде веера. Вот такая красота получается. Пирог смотрится волшебно, даже еще не в готовом виде. Представляете, как будет красиво, когда он испечется. Сейчас вместим еще одно яблочко. Чем больше яблок, тем, конечно, вкуснее получится. Духовку я уже разогрела до температуры 180 градусов. Отправляем пирог в духовку, он будет выпекаться около 45 минут до красивого золотистого цвета. Если вы видите, что пирог уже хорошо зарумянился, проверьте готовность пирога деревянной шпажкой, и если шпажка выходит из пирога со следами сырого теста, тогда накройте поверхность яблочного пирога фольгой и доведите до готовности еще минут 5 или 10. Шпажка деревянная должна быть абсолютно сухой и без следов сырого теста. Это значит, что пирог полностью готов, он хорошо пропекся, можно доставать его из духовки и звать всю семью пить вкусный ароматный чай с яблочным домашним пирогом. Только посмотрите, какая красота получилась. Друзья, если вам нравится этот пирог, напишите, пожалуйста, в комментариях оценку этому видео, поставьте оценку от 1 до 10. 10, если пирог вам очень понравился и вы будете его готовить. Он еще очень горячий, аккуратненько снимаем форму и удаляем пергамент. Вот такой вот симпатичный, вкусный, домашний, очень нежный, влажный яблочный пирог. Посмотрите, яблочки раскрылись как веер. Давайте скорее отрежем кусочек и насладимся божественным вкусом. Очень мягкий, режется прекрасно. Пирог у меня еще горячий, я не могу дождаться, чтобы остудить его, потому что вся моя семья требует на стол шарлотку. Все уже готовы пить чай. Пирог можно ничем не украшать, потому что сами яблоки являются здесь украшением. Вы можете посыпать пирог сахарной пудрой, если захотите, это по вашему желанию. Посмотрите, какой потрясающий разрез. Пирог очень нежный, пышный, воздушный. Вот такая вот вкуснятина у нас получилась. Очень рекомендую вам его тоже приготовить, потому что уверена, он станет вашим любимым. И поделитесь этим рецептом с вашими друзьями и подружками в соцсетях. Таким образом вы сохраните его на своей страничке и уже никогда не потеряете этот рецепт, сможете его приготовить в любое время, пока идет сезон яблок. А сезон яблок, я бы сказала, у нас круглый год. По вкусу пирог очень напоминает кекс, такое вкусное кексовое тесто с яблочками. И самое главное преимущество, то что эта шарлотка готовится очень быстро и очень просто. У вас на это уйдет минимум времени, и вы получите максимум удовольствия. Дорогие мои, спасибо, что провели это время вместе со мной. Ну а я прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся. Приготовь, поделись, подпишись.